Сегодня готовим шоколадный десерт без муки. Он очень простой по составу, но по текстуре получается прям нежный, насыщенный и очень шоколадный. Первым делом нужно измельчить шоколад. Я использую обычные шоколадные плитки. И здесь лучше использовать темный или горький шоколад с нормальным содержанием какао. Молочный шоколад я бы не брала, он слишком сладкий и мягкий по вкусу, а нам хочется именно глубокий шоколадный вкус. Шоколад отправляю в сотейник вместе со сливочным маслом и растапливаю на водяной бане на маленьком огне до гладкой блестящей массы. Главное в процессе его не перегреть. Вместо водяной бани вы можете использовать для растапливания микроволновку, растапливание импульсами. После этого даю массе немного остыть. Дальше отделяю белки от желтков. Белки взбиваю с половиной сахара до мягких, но устойчивых пиков. Напоминаю, что рецепт и все пропорции вы всегда найдете в описании под видео. После этого взбиваю желтки с оставшимся сахаром и солью до светлой, более пышной массы. Использую венчики после взбивания белков, не мою их, это совершенно не нужно. Кстати, обязательно добавьте соль, не упускайте этот момент, потому что она очень классно подчеркивает вкус шоколада. Теперь к желткам вливаю шоколадную смесь и недолго аккуратно перемешиваю миксером на минимальной скорости. Дальше в 2-3 этапа вмешиваю взбитые белки. Делаю это силиконовой лопаткой, аккуратно, движениями снизу вверх. Именно за счет белков десерт получается в итоге таким нежным. Форму для выпечки я буду использовать в диаметре 18 см. Она у меня разъемная. И обязательно внутри нужно постелить пергамент. Пергамент предварительно можно сделать мягким, пожать его слегка руками. Это даст ему пластичность, чтобы было легче распределить его по периметру формы. Отправляю получившуюся шоколадную массу в форму и отправляю выпекаться в предварительно разогретой духовке до 180 градусов, примерно 18-20 минут. И здесь важный момент не пересушить. Края должны схватиться, верх стать матовым, а центр может слегка еще подрагивать. Это нормально. Внутри десерт должен оставаться влажным, поэтому проверять приготовление этого десерта деревянной шпажкой нецелесообразно. После выпечки обязательно даю ему остыть минимум 1,5-2 часа. И вот здесь начинается самое интересное. Если подавать десерт сразу после остывания, текстура будет очень нежной, влажной, почти как у шоколадного фондана с мягкой шоколадной серединкой. А если поставить его в холодильник на несколько часов, он становится более насыщенным, но по ощущениям уже как шоколадный трюфель, при этом также остается нежным. Этот десерт буду подавать с клубникой и взбитыми сливками. Клубнику нарезаю на половинки, но можно использовать просто целую клубнику, тут по желанию. Сливки 36% жирности взбиваю с 1 столовой ложкой сахарной пудры до устойчивых пиков. Шоколад, нежные сливки и клубника – это очень простое, но идеальное сочетание. Конечно, можно использовать сливки 30% жирности, но точно не меньше, потому что они не взобьются достаточно хорошо. И нам нужно, чтобы сливки держали форму. Выкладываю сверху сливки, как будто это нежное воздушное облачко. Здесь никаких кондитерских мешков и насадок я не использую, просто вот так хаотично, легко произвольно распределяю сливки по поверхности. И, конечно же, сверху выкладываю клубнику. Это реально один десерт, но два варианта текстуры. При комнатной температуре ближе к фондану, после холодильника почти трюфельный шоколадный десерт. Попробуйте приготовить, и вам точно понравится. Сохраняйте рецепт закладки, чтобы не потерять. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал. Спасибо, что смотрите. Всем пока-пока.